Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. Сегодня мы с вами будем делать рогатку. Да-да, вы не ослышались, именно рогатку. И при помощи этой рогатки мы будем запускать бумажные самолеты. Итак, начинаем. Для изготовления рогатки нам потребуется алюминиевый изолированный провод длиной 250 мм, линейка, пассатижи и маркер. Можно, конечно, использовать карандаш. Для начала я найду середину у данной проволоки. Это у меня будет 125 мм. И поставлю меточку. Меточку поставил. Теперь при помощи пассатижей я согну проволоку пополам. Вот я ее сгибаю. Пассатижами выправляю. Так. Отмечаю 30 миллиметров, можно 35, и делаю еще одну меточку. Сейчас по этой метке я отгибаю рогатку в разные стороны. Вот так вот. Можно пассатижами подправить. Так. Снова отмеряю по 30 миллиметров в каждую сторону. Раз. Здесь еще раз. Так. И опять загибаю. Вот. У меня получилась такая своеобразная рогатка. Сейчас я ее подправлю. Вот. Сейчас можно поступить двумя способами. Способ самый простой. Я беру по 5 миллиметров с каждого края. Можно даже взять и по 10 миллиметров. Меточки сейчас поставлю. Раз. Раз. И пассатижами отгибаю в одну сторону. Так. Вот так вот. Вот. Но не до конца. И вторую сторону. Раз. Вот так вот. Сейчас я беру вот такую вот резинку, натягиваю. И окончательно эту резинку я сжимаю при помощи пассатижей. Вот такая вот рогатка у меня получилась. Она готова. И сейчас мы с вами изготовим бумажный самолет. Для изготовления самолета мне потребуется лист бумаги. Я взял белый лист, чтобы вам было нагляднее понимать, что будет происходить. А вы будете использовать обычный тетрадный клетчатый листок. Итак, начинаем. По длинной стороне я сгибаю листок пополам. Раз. Согнул. Далее выпрямляю. И сгибаю по центральной линии с одной стороны. Затем с другой стороны. Делаю второй загиб вот так. Вот как раз и получается. И с этой стороны точно так же. Так. Вот. Вот так у меня получилось. Сейчас я беру и аккуратно отгибаю вершинку так, чтобы она у меня, эта вершинка, оказалась вот здесь. Вот так вот. Вот. Вот что получилось. Сейчас конструкцию переворачиваем и поочередно загибаем вот таким вот образом. Раз. И с другой стороны вот так вот. Вот. Вот что у меня вышло. А сейчас по осевой линии я самолет разворачиваю.
что у меня получилось. И вот он у меня получился. Вот, готовый самолет. Обратите внимание, что поскольку мы делали утолщение вот в этой вот передней части, то вот примерно 50 миллиметров, вот это вот самая толстая часть. И вот в этой толстой части необходимо сделать вырез. Я возьму примерно 20 миллиметров, вот так вот, и покажу. Вот здесь вот он должен быть, вот так. Вот. Сейчас беру ножницы и этот вырез делаю. Вот. Самолет наш с вами готов. Его можно украсить красными звездами. А сейчас мы с вами возьмем рогатку и приступим к запуску. Ух! Вот так при помощи простой детской рогатки мы с вами научились запускать бумажные самолеты. Надеюсь, что данная идея вам понравилась. Ставьте лайки, заходите, подписывайтесь, комментируйте. Всего вам самого доброго. Пока!